Элизабет Кекли, чернокожая рабыня, которая сама выкупила свою свободу, стала личной портной и доверенным лицом жены президента Линкольна. Родилась Элизабет в 1818 году, матерью ее была рабыня, а отцом ее же рабовладелец полковник Армстед. В 14 лет ее передавали от одних хозяев другим, один из которых насиловал ее в течение 4 лет, в результате чего у нее родился сын. Потом ее снова передали детям ее отца-рабовладельца, по сути, и ее сводной сестре. К тому времени Элизабет научилась шить, и она шила одежду для всей семьи своих рабовладельцев. У нее это так хорошо получалось, что появились другие белые клиенты. А так как у ее рабовладельцев были финансовые проблемы, то они жили за счет того, что Кекли шила для своих клиентов и отдавала все свои деньги им. Так продолжалось в течение 12 лет. Потом она еще несколько лет уговаривала своих хозяев продать ей свою свободу. В итоге ее хозяйка согласилась, она оформила на нее кредит, взяла деньги с ее клиентов. И в 1855 году Кекли выкупила свою свободу и свободу сыну за $1200. По нынешним меркам это около 38 тысяч долларов. Она вернула все долги, развелась и уехала в Вашингтон. В Вашингтоне она находит клиенток, но главной ее клиенткой становится Мэри Тодд Линкольн, супруга президента Авраама Линкольна. Кекли становится не только личной модельером, но и доверенным лицом и компаньонкой. Позже Кекли напишет книгу «За сценой» или «30 лет рабства и 4 года в Белом доме». Но книга вызовет большое негодование у белой публики, которые сочли наглостью рассказывать слишком личные детали из жизни жены президента. Продажи книги остановятся, а клиенты уходят. Она живет на небольшие заработки от шитья, но за год до инсульта она работает деканом факультета в университете. На склоне лет Кекли перебирается в национальный приют для обездоленных цветных женщин, который когда-то она сама помогала основать. Кекли умерла в 1907 году в возрасте 89 лет. Ее похоронят в Вашингтоне на кладбище Колумбия Хармони. Но в 60-м году эту землю продают, а всех перезахороняют на другие кладбища. Но так как живых родственников у нее не осталось, то и невостребованные останки Кекли, ее отца, ее матери и сына захоронят в безымянной могиле. И только в 2010 году, через 103 года после ее смерти, ее останки находят, а на ее могиле устанавливают памятник.